Мужчина увидел на дороге потерявшегося жеребенка, мамы которого нигде не было видно. Человек понял, что он должен помочь несчастному малышу. А дальше произошло что-то невероятное. Эта история началась на бескрайних лугах, где паслось небольшое стадо лошадей. Среди животных выделялась красивая лошадь Алиса, которая недавно родила своего первого жеребенка, мирно щипавшего травку рядом с мамой. Дело было после обеда, когда стадо решило переместиться на некоторое расстояние, где было больше свежей травы. Вот только животные не знали, что из ближайшего леса за ними наблюдают несколько голодных койотов. Обычно койоты не нападают на целое стадо лошадей, боясь получить от взрослых особей серьезный отпор. Хищники дожидаются, когда молодая или слабая особь отобьется от стада, чтобы полакомиться легкой аппетитной добычей. Так случилось и в этот раз. Детеныш Алисы немного отстал от стада, а койоты тут же ринулись в атаку. Испуганный жеребенок помчался, куда глаза глядят. А Алиса заметила опасных хищников и вместе с еще несколькими лошадьми дала серьезный отпор койотам, заставив их отказаться от своей затеи и скрыться в лесу. Вот только маленький испуганный жеребенок ускакал слишком далеко и где-то спрятался, а испуганная мама никак не могла найти своего детеныша. Отчаявшаяся Алиса безуспешно пыталась разыскать малыша весь вечер, а затем и следующее утро. Но маленький жеребенок словно сквозь землю провалился. Оставалось лишь надеяться на то, что детеныш не стал добычей хищников и сможет сам найти дорогу к стаду. В то же время жеребенок ускакал слишком далеко, спасаясь от голодных хищников, и не знал, как ему теперь разыскать свою маму. Сообразительный малыш на ночь спрятался в кустах, чтобы случайно не стать чьей-нибудь добычей, а утром он продолжил поиски стада, пока в конце концов не оказался на трассе, которая пересекала целиком все поле и бесконечно тянулась в обе стороны. На счастье растерянного жеребенка по дороге передвигалось очень мало машин, иначе он рисковал бы погибнуть под колесами мчащегося транспортного средства. Детеныш выбрал направление, которое, по его мнению, должно было привести к маме, и поскакал по трассе вдоль металлического ограждения, которое тянулось на всем протяжении дороги. Так прошло несколько часов. Большинство водителей проезжали мимо жеребенка, стараясь при этом не зацепить хаотично двигающиеся по дороге животное. К счастью для детеныша, он не стал жертвой лихачей, а один водитель все-таки обратил внимание на одинокого жеребенка и почувствовал, что ему требуется помощь. Водитель вышел из машины, думая, что делать с жеребенком, но детеныш испугался и вновь поскакал вдоль металлического ограждения. Тогда мужчина, не желая сдаваться, сел в машину и стал потихоньку двигаться следом за жеребенком, чтобы не напугать его еще больше. Примерно через час водитель заметил в поле поблизости стадо пасущихся лошадей и подумал, что среди них, возможно, есть мама потерявшегося жеребенка. Мужчина остановился, чтобы посмотреть, что будет дальше. Как он и предполагал, от стада отделилась одна из лошадей и направилась к дороге, как только увидела на ней испуганного жеребенка. Конечно, это была та самая Алиса, а детеныш, который сразу же узнал свою маму, ринулся к ней навстречу. Вот только воссоединившуюся пару разделяло металлическое ограждение, которое было не так-то просто преодолеть. Жеребенок попытался перепрыгнуть через последнюю преграду, но малыш был еще слишком мал и слаб, и у него ничего не вышло. Видя эту непростую ситуацию, водитель понял, что теперь только он может помочь воссоединиться маме лошади и ее любимому малышу. Вот только была одна большая проблема. К жеребенку было опасно приближаться, так как Алиса могла воспринять это как угрозу и атаковать мужчину. Ведь несмотря на то, что жеребенок не мог перемахнуть через ограждение, разъяренная взрослая лошадь, скорее всего, сделала бы это без особого труда и просто-напросто затоптала бы мужчину. Поэтому приближаться к детенышу, несмотря на огромное желание помочь, было довольно рискованной затеей. Водитель какое-то время смотрел на растерянную пару, после чего, наконец, решился на огромный риск и направился прямо к жеребенку. Испуганный малыш сначала бросился бежать, но настойчивый мужчина был полон решимости довести начатое до конца. А его приятель так и не решился выйти из машины, сказав, что он будет снимать все происходящее на камеру телефона. Боязливому другу удалось заснять момент, когда смелый водитель наконец догнал жеребенка и поднял его высоко над землей, чтобы вернуть страдающей лошади. К счастью, Алиса правильно поняла намерение доброго человека и терпеливо ждала по ту сторону ограждения. В первой попытке копыта жеребенка зацепились за забор.
Тогда водитель сделал еще одно решающее усилие и перенес малыша в поле через ограждение. Счастливая Алиса и ее детеныш наконец воссоединились, а водитель не мог сдержать слез, когда пара лошадей вернулась к своим сородичам, с нетерпением ждавших их поблизости. Когда мужчина собрался уезжать, та самая кобыла подняла голову и издала тихое пронзительное ржание. Это могло быть совпадение, но казалось, будто она прощается с ним и благодарит за все. На глаза водителя снова навернулись слезы. Эти дикие лошади стали его отдушиной, но он и не думал, что кобыла все поймет и поблагодарит его. Когда мужчины вернулись домой, приятель сразу же загрузил ролик со спасением жеребенка в интернет, и тот быстро стал вирусным. А сам водитель никак не мог забыть благодарные глаза Алисы. И каждый раз, проезжая по той же трассе, он прихватывал с собой несколько свежих яблок, чтобы угостить счастливую маму-лошадь и ее сообразительного детеныша. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.